Здравствуйте, друзья! Сегодня 10 ноября 2021 года. Я нахожусь в Анапе. Сегодня в Чите, на Читинском кладбище, состоялись похороны моей сестры, родной сестры Татьяны. Я решил не ездить в Читу. По настоятельным просьбам моих родственников в Чите и здесь брата, причина, конечно, это эпидемия коронавирусной инфекции. Вот об этом я сегодня тоже хотел бы поговорить. Как вы к этому относитесь, мои подписчики и зрители? Этот эфир я хотел бы еще сегодня сделать, и вот сейчас я его делаю. По причине той, что хотелось бы поделиться, конечно, этим горем, потому что все родственники у меня, все близкие находятся в Чите, ну а я вот здесь, в Анапе, далеко-далеко от них. Брат тоже не смог поехать. Брату уже 73 года. Таня умерла в 70 лет. Я в семье самый младший. У меня разница на 16 лет с братом и на 13 лет с сестрой. Для Тани я был всегда младшим братом, которого она очень любила. Ну и я, конечно, я очень ценил ее как сестру, гордился, что у меня есть сестра. Что у нас такая замечательная семья, особенно когда все были живы, и родители, и когда мы собирались вместе, это было просто здорово. Последний раз я с сестрой виделся в апреле 2019 года. Я ездил в Читу один, причем поехал, у меня был такой кризис, можно сказать. И я просто поехал в Читу, потому что нужна была поддержка. И, конечно же, такую поддержку я видел вот в лице моей сестры Тани. Я сел на поезд, не стал даже сообщать, что я еду. Вот. Но она, когда уже был на середине пути, она через брата узнала, что я еду. Вот. Конечно, переживала за меня, что случилось. Она, как всегда, сразу начинала плакать,
Вот я ее успокоил, что ну, все хорошо, все будет хорошо, в конце концов. И я приехал, почти целый месяц я, ну не целый месяц, ну, наверное, недели 2 я с небольшим жил у Тани дома. У нее двухкомнатная квартира, в которой она жила вдвоем с мужем. Квартира очень ухоженная. Она у меня домоседка. Любила, когда дома чистота, порядок, когда есть что поесть. Она у меня повар. Всю жизнь проработала поваром. Как закончила училище и сразу вот стала работать. И так вот она до самой пенсии, как поется в песне, работница питания приставлена к борщам. Вот так вот она варила борщи, работала в столовой, минутка в Чите. Потом работала в детском саду 49 в Чите. И вот так вот до конца, до ухода на пенсию. Работа, конечно, тяжелая. Ну, что там говорить. Повар всегда на ногах. Вставать надо утром рано, в 5 часов. Вот. Когда она в столовой работала, вот помню, она уходила очень рано. Ну, она была такая дисциплинированная, никогда не роптала. Вот. Вставала всегда сама. Мама ее никогда не будила. Она была полностью самостоятельна. Вот. Работала она в этой столовой в минутке. Летом ездила в пионерские лагеря, там работала тоже. Ну, молодой была, я помню, вот у нее фотографии были, где она еще такая молоденькая девчоночка в короткой юбке со своими подружками. Вот. Когда я учился в школе, и когда мы закончили 8 класс, мы тоже поехали всем нашим классом, нашим дружным классом 8 Б, мы поехали в новом году в лагерь, трудовой лагерь Ивушка. Ну, тогда было очень модно в те времена, что после, в общем, все едут дружно помогать колхозам. Вот и мы тоже. Этот лагерь был недалеко от колхоза, сейчас не помню, как его называли, колхоз. И какой-то даже был район, Улетовский, что ли, по-моему. Вот, и мы там жили. И самое главное, что моя сестра, она была там поваром. Была поваром, отец был сторожем. Вот, ну и я там был со своими всеми одноклассниками. В общем, у нас такая была целая такая семья. Тане помогали девчонки на кухне, потому что туда, когда приехали, по-моему, еще это была первая смена, когда там надо было полностью наводить порядок, вот эту расконсервацию, вот, и начинать эту вот работу. И там, по-моему, сначала отец у меня даже кашеварил, вот, Таня попозже приехала. Ну, отец, конечно, варил так не очень хорошо, и понятно, что когда приехала Таня со своими такими знаниями глубокими поварского дела, конечно, сразу дело было налажено, и все сразу стали хвалить качество приготовленных блюд. Вообще мне повезло в смысле питания в семье. У меня отец был заведующим полковой столовой в воинской части.
а Таня поваром. Поэтому Таня уже в таком зрелом возрасте, она сдавала на экзамен на звание, правильно я говорю, звание, наверное, да, и квалификацию шеф-повара. Вот, поэтому очень был серьезный экзамен, она готовилась, но она и без того, без подготовки знала все, как готовится самое сложное блюдо. Вот, но она вот выдержала этот экзамен. И я очень гордился, что я на каких-то праздниках ем блюдо от шеф-повара. Вот, то есть от повара самой высокой квалификации. Вот. Отец у меня уделял внимание постоянно сервировке стола. Он как заведующий столовой, всегда для него было важно раскладка, чтобы тарелки правильно стояли, ложки стояли, салфетки. В общем, чтобы все было на столе. Вот он всегда, у него такое слово было, он, в общем-то, всегда шутил и говорил: сервировочка должна быть. Вот. Ну, а Таня, конечно, она украшала стол, вот эти блюда всякие там. Ну, это вот почему я говорю, не знаю, потому что вот как-то всегда она, понятно, на всех праздниках семейных она была первая, она приходила первая, даже когда какой-то день рождения у меня, у мамы, вот, у отца. Она, естественно, приходила раньше всех гостей и брала на себя вот всю эту готовку. Вот. Ну и не только на дни рождения. Случались и печальные какие-то моменты в жизни наших родственников. Кто-то умирал. И Таня, понятно, тоже принимала участие в этой вот... Раньше же в кафе не ходили, вот, дома постоянно готовили. Где-то у соседей что-то задействовали, чтобы там где-то что-то варили. Ну и на праздники большие тоже, на свадьбы там. Вот. Но вот на похороны Таня тоже постоянно готовила со своими там подругами, родственниками. И даже там одна родственница так как-то пошутила, что они целая похоронная команда, когда их всегда приглашали готовить. Вот. Ну, смерть, она всегда приходит внезапно. Вот. То, что человек смертен, это понятно, а вот то, что час вот этот последний настает внезапно, это, конечно, всегда самое, вот чего, наверное, боится каждый человек. Потому что не знаешь, когда, где, от чего. Вот. Понятно, если человек заболевает какой-то тяжелой болезнью, то, конечно, он с ней борется, но по мере прогрессирования этой болезни становится понятно, что остается человеку уже какие-то считанные годы, считанные месяцы, считанные дни. Когда мы узнали о вот этой коронавирусной инфекции, новой коронавирусной инфекции, вообще в средствах массовой информации, вообще, что я в очках сижу, можно пока снять их. Когда мы узнали об этой инфекции, ну, сначала это было как-то очень далеко, и, конечно, мало кто верил, что это коснется нашей страны, потому что началось это все с Китая, потом где-то она начала распространяться. И первый заболевший на территории Российской Федерации был в городе Чита, вот в моем родном городе. Это был китаец,
Его поместили там сразу, отдельно. Средства массовой информации, центральные каналы говорили про это, что вот. Ну, а потом началось. Но долго никто все равно в это не верил, и даже я оставался скептиком в какой-то мере. Хотя в 2020 году я уже здесь принимал участие в патрулях, казаки помогали полицейским патрулировать улицы, потому что был объявлен жесткий карантин. Тогда, конечно, это был карантин действительно жесткий. Было прекращено сообщение автобусное, транспортное между городами. На улицах улицы действительно опустели, потому что все было закрыто, все было абсолютно закрыто. И я снимал, когда ходил видео, это, конечно, было что-то жуткое, ужасное, зловещее, потому что я никогда не видел города таким пустынным. Ну, потом к лету, к сезону как-то стали народ успокаивать, что волна коронавируса прошла, что при соблюдении мер, значит, санитарной дистанции там и прочего, то вирус не так опасен, что вполне можно приезжать на отдых сюда. И люди поехали. Конечно, когда я смотрю вот эти вот фотографии, смотрел, когда людей сюда только еще, так скажем, заманивали, потому что, ну, Кубань и южные районы, они кормятся только этими деньгами, которые оставляют здесь туристы. И когда показывали фотографии, вот эти лежаки, шезлонги, рабочие пляжи устанавливают, между лежаками 2 метра, они замеряют это рулеткой. Вот. Это, конечно, было все тоже растиражировано, показано, и я это показывал. Ну, а когда люди поехали, то какие там 2 метра? Вообще про все забыли. Какие маски? Сказали, что морская вода, она разрушает вирус. Разрушает вирус, да, что вирус в морской воде не может жить, что солнце, воздух и вода уничтожают вирусы, что находиться на пляже можно без всяких масок, без всякой социальной дистанции. И действительно, и в прошлом году, в 2020, и в этом году на пляжах было яблоку негде упасть. Вот. Ну, была уже вакцина изобретена, и она применялась уже. И сначала моя жена Наташа сделала прививку спутником. Потом через несколько дней я сделал. Это было 2 мая. Таня, моя сестра, она в Чите тоже сделала прививку. Но она сделала ее немножко пораньше, чем мы с Наташей. Она ее сделала где-то в марте. В марте, наверное, или, может быть, даже в феврале. Где-то так. Она записалась через госуслуги. Вернее, не через госуслуги, она не очень этим владеет у меня, владела вот этим компьютером. Вот. Соседка ее, значит, они сначала и пошли, их не привили, потом они написали жалобу или позвонили на горячую линию, да, по-моему, да, позвонили на горячую линию, и через какое-то время им позвонили, вызвали, и они пошли и вакцинировались.
Прививку Таня перенесла хорошо, что первую, что второй компонент. Вот. Ну и, в общем-то, спокойно жила с этой прививкой. Кстати, Коля, муж ее, оказался скептиком, он не прививался и до сих пор не привит. Вот, хотя Таня ему настоятельно советовала, потому что в основном по магазинам ходил муж ее. Вот. Таня редко очень вообще выходила куда-то. Она встречалась только с родственниками, соседи к ней приходили, ну и в магазины она выходила, и все. Никакие там мероприятия какие-то общественные, там как вот обычно чего у нас боятся, кафе, рестораны, там прочее, прочее. Нет, она абсолютно далека была от всего этого. Она любила свой дом, она встречала гостей с удовольствием, родственников своих, внучек. Вот. И, в общем-то, все, жизнь текла. Брат мой живет давно уже, ну, здесь вот с марта месяца живет в Анапе. Вот, тоже вакцинировался. Он просто пошел в торговый центр «Красная площадь», где сделали центр вакцинации, там вакцинировался, сделал первую прививку, вторую прививку. Вот, там же делал прививку мой друг Андрей, который здесь жил, в Анапе, сейчас уехал в Васюринскую. Вот так вот, в общем-то, жили, конечно. Я тоже в этом году радикально сократил все встречи со своими друзьями, какие-то крупные казачьи мероприятия. Их и так, в общем-то, проводят сейчас с некоторыми ограничениями, хотя, в общем-то, эти ограничения, я говорю, не всегда вот мне понятны. Когда, да, там собирают людей, они, допустим, ну, я уже рассказывал, допустим, собрали людей на некое, допустим, мероприятие, рассадили их через одного в зале. Ну, когда садятся через одного, когда кто-то рядом сидит, ну, люди разные есть, они говорят, зачем мы будем через сидеть, нам поговорить надо. Вот, ладно, ну, маски там одевают у нас как? Маски одевают только для фотографирования. Некоторые, конечно, в масках, потому что на мероприятие приходишь, всегда там лежат маски бесплатные, санитайзер, стоит, значит, человек, который температуру измеряет. Вот, одеваешь маску, тебе брызгают на руки, растираешь, проходишь в зал, садишься. Вот, а потом сидишь там, да и снимешь эту маску, в общем-то. Зачем она? Она мешает, она как-то... И многие люди снимают. Вот одевают только когда там придет какой-то организатор и говорит, давайте, товарищи, оденем маски, сфотографируемся, нам для газеты, нам для сайта, нам для телевидения. Вот. Ну вот маски все одели, потом опять сняли. Вот. А потом бывает, что мероприятие заканчивается, выходишь в фойе, там накрыты столы. Что делать? Все по стопарику, закуска, общение, смех. Какие меры? Вот и я вот не понимаю. В автобусах у нас тоже. В автобусах у нас вот на каждом автобусе на дверях написано «Вход без маски запрещен». Но в масках у нас ездит только 1, 2, 3 человека. Иногда водитель в маске. Но чаще водитель или со спущенной маской, или вообще без маски. Вот. А я раньше еще читал, когда вот в разгар эпидемии, когда эпидемия бушевала в Европе, что, допустим, в Великобритании большое количество водителей автобусов как раз сразу
заболевали коронавирусом, и многие из них умирали. И там даже сделали, в некоторых государствах сделали вообще бесплатный проезд, где-то сделали, вот как в Великобритании, там сделали отдельный вход и отгородили кабину потом стеклом. В общем, как-то какие-то меры принимали. Все это вот показывали, не всегда, конечно, на этом внимание заостряли. Вот. Но у нас какие? У нас вот как ездят люди без масок, так и ездят. В магазинах, вот я сегодня в магазине был, но кто-то в маске. Очень редко увидишь человека в маске. Кассиры без масок, работники магазина, которые раскладывают продукты, без масок. Ну или она у них опущена. Вот. Также в городе много людей ходит, просто, ну, по улицам, понятно, маска не обязательно, вот. Но вот у нас буквально совсем недавно целая буча была, когда люди собрались стихийно в городском театре, пригласили мэра, ну, там вопрос шел в общем, касался земельного вопроса, вот, и я к чему это говорю? А люди-то были все без масок, вот, поэтому у нас наплевательски люди относятся к этому, к безопасности. Таня заболела, для нас, конечно, это было очень неожиданно, это была шокирующая новость, потому что все-таки прививка, она как-то успокаивала, она давала какую-то вроде бы как гарантию. Оказалось, нет. Оказалось, нет. И вот эта новость, что Таня заболела, это было просто неожиданно. Но ведь Таня была привита, поэтому мы здесь с Юрой совещались, он говорит, ничего, она привита, значит, она должна перенести болезнь легче. В общем-то, ее и поместили не в больницу, а просто, ну, как они эти называют, моностационар, то есть помещение, которое не является специализированным медицинским учреждением, да, больницей, а вот что-то такое переоборудованное. Вот, она лежала, по-моему, это был наркологический диспансер или что, ну, что-то в этом роде. Вот. Чувствовала она себя хорошо. Единственное, что у нее было вот до этого, это вот кашель. Кашель. И Юра, который часто-часто с ней разговаривал по телефону, он каждый день с ней разговаривал, он заметил, что Таня подкашливает, иногда закашливается, и, конечно, советовал ей обратиться к врачу. Вот. Ну, конечно, с коронавирусом это никто не мог связать. И она, видимо, сама тоже. Вот. А потом вот как-то сейчас вот сегодня я получил информацию, она немножко так как-то немножко меня смутила. Вот первоначальная информация была такая о заболевании, что ее соседка заболела коронавирусом, приехали врачи, и так как соседка часто ходила к моей сестре, врачи посоветовали Тане тоже поехать, значит, в этот вот, ну, в больницу. Вот. Хотя Таня не соглашалась и не хотела, она чувствовала себя, в общем-то, неплохо. Вот. Но сказали, что это сделать необходимо,
по причине той, что она, во-первых, контактировала с человеком, у которого подтвердился ковид, и, во-вторых, что ей уже более 70 лет. И вот Таню забрали в больницу. Причем Коля, ее муж, который не привитый, которому тоже больше 70 лет, он сказал, что у меня даже мазок никакой не взяли. Ничего, вообще. Вот. И потом, когда Таня лежала в больнице, и другие родственники говорили, когда я спрашивал, звонил, говорю, а как там Коля поживает? А родственники говорят, а мы к нему не ходим, потому что он на карантине. Я позвонил Коле, говорю, Коля, ты как вообще там поживаешь? Ты на карантине, и как ты там, может тебе что-то нужно там? Ты как вообще ходишь куда-то? Он говорит, на каком карантине? Он говорит, я первый раз об этом слышу, что я на карантине. У меня, говорит, даже мазок не взяли. Врачи, говорит, были рядом, но они даже у меня температуру не померили, никакого мазок не взяли, ничего, даже никуда не пригласили там обследоваться. И Коля вот сидел дома все это время, пока Таня лежала в больнице, Коля сидел дома и даже не знал, что он там на карантине, не на карантине. Конечно, надеялся, что Таня выпишется скоро. И Таня, она разговаривала, когда по телефону с Юрой, он ей продолжал звонить. Она говорила, что, состояние ее нормальное, там аппетита сначала не было, потом аппетит появился. Вот. Понятно, там стресс, туда-сюда, смена обстановки, другая еда, какой там может аппетит. Но, тем не менее, когда человек ест, это уже хорошо, это уже показатель, что у человека все хорошо. Потом, опять же неожиданно, я, кстати, тоже звонил Тане однажды, набрал номер, это было рано-рано утром, у нас была ночь, но я засиделся и что-то вот взял телефон и как-то случайно нажал, и Таня взяла трубку, и я потом, когда смотрю на часы, говорю, ой, Таня, извини, я так рано позвонил, я тебя разбудил. Таня говорит, нет, Саша, ничего, я сейчас как раз здесь на процедурах, рано утром нас подняли, вот отправили на процедуры, вот, так что все хорошо, мы тут с соседкой по палате, и я, говорит, не понимаю, зачем меня здесь держат, я себя чувствую, в общем-то, неплохо, я уже по дому соскучилась, по Коле соскучилась, вот. И все, это был последний мой разговор с сестрой. Еще прошло несколько дней, считанные дни, потому что все это вообще кончилось очень быстро. Считанные дни прошли, и вдруг из Читы идут новости, что у Тани понизился уровень сатурации, я, может, неправильно произношу, но уровень кислорода в крови, и ее перевели в реанимацию. Это, конечно, очень так прозвучало, тоже как гром среди ясного неба, только-только вот с ней разговаривали, все хорошо, все вроде бы идет на поправку, лечение она проходит, и вдруг реанимация. Слово реанимация, это уже, конечно, это уже страшно. Для меня это реанимация. Вот. Подключились родственники, у нас там как раз в Чите, ее перевели в первую городскую больницу. Вот. И там как раз работают хорошие знакомые нашей семьи, родственники работают, которые стали посещать ее, заходить к ней и сообщать потом нам о состоянии, вот как у Тани протекает болезнь. Вот. Состояние ухудшалось. И какой-то период оно было тяжелым, но стабильным. Вот эта формулировка, когда состояние стабильное, мы вот цеплялись за это, надеялись, потому что, значит, стабильное, значит не хуже. Значит, Таня держится, значит, она борется.
Вот. И потом обстановка, ситуация ухудшилась еще сильнее, и состояние уже, и поступила такая информация, что состояние критическое. Если Таня сначала просто лежала с кислородной маской, говорят, Таня под кислородной маской, все хорошо, Таня под кислородной маской дышит, родственница говорит, что кислородную маску, естественно, снимали, когда она разговаривала вот с этой родственницей, что Таня передавала мне и моему брату, что пусть там Саша и Юра не волнуются, все хорошо. Вот, но оказалось, что нет, нехорошо. И состояние резко ухудшилось до критического. Да, почему еще перевели ее в реанимацию, КТ ей сделали не сразу, а КТ ей сделали уже вот, когда ее в больницу поместили, она там несколько дней пролежала, и потом, когда сделали КТ оказалось 4, с индексом 4, то есть 75% поражения легких. Вот. Ну, как мы знаем, читаем, что даже бывает и 90%, вот люди пишут, некоторые выкарабкиваются, лечатся, вот, но вот Таня не смогла справиться с этой болезнью. И в последние дни ее уже перевели на ИВЛ и медикаментозный сон. Ну, сведения из Читы, конечно, поступали скудные. Ну, по крайней мере, до меня доходили, может, на каком-то этапе они там были более расширенные, но 4 числа на прогулке, когда я как раз шел в храм Божьей Матери, иконы Божьей Матери умиления, вот из Читы позвонили и сказали, что Таню ввели в медикаментозный сон и подключили к аппарату ИВЛ. И состояние критическое. А 5 числа пришла уже трагическая новость. Таня умерла 5 ноября в 18 часов. Это была пятница, и так как в больнице врачей, ну, не знаю, там, в общем, Таню из больницы отдали только в понедельник. Только в понедельник, и до понедельника даже не было известно, сказали ничего не планировать, ни похороны, ни поминки, ничего не планировать, потому что вот суббота-воскресенье как бы вообще никто ничего не мог решить. Ну, в понедельник, когда стало уже все известно, родственники стали планировать похороны. Ну, а сегодня Таню похоронили. Прощание состоялось.
Прощание состоялось в клиническом, в ритуальном зале клинической больницы Сухая Падь. Я впервые узнал, что, оказывается, есть такие ковидные гробы, то есть гроб с окошечком, друзья мои, гроб с окошечком. То есть крышка гроба не открывается, ну, ее открыли уже потом, когда нужно было закрыть саваном лицо, а вот так вот прощались через окошечко. Ну, это, конечно, вот это тоже наша реальность, и мало кто об этом знает, и даже родственники, которые делились со мной, звонили, они говорят, мы вообще вот первый раз это видели. Таня, кстати, тоже где-то за месяц до того, что с ней случилось, она тоже была на похоронах, и тоже человек умер от ковида. Вот. И она говорит, там вообще нас даже не пустили в этот зал, только родственникам открыли крышку гроба, они посмотрели, простились и крышку сразу закрыли. Вот. Поэтому Таня, вот тоже мы с ней когда разговаривали, она, конечно, говорит, это говорит, ужас, вот этот ковид, говорит, это просто, ну, это страшная болезнь, и все, что с ней связано, это тоже очень страшно. И она настоятельно советовала мужу привиться. Вот, но вот он так и не привился. Вот. А через какое-то время, видите, вот Таня сама заболела и умерла. Вот. Я не знаю, этот эфир, он такой, я больше его делаю для себя, чтобы выговориться, потому что мы даже сегодня, знаете, с братом не смогли встретиться, чтобы помянуть Таню, потому что у брата жена, она врач, и она постоянно следит за тем, как развивается эпидемия, заболеваемость. Вот. У нее есть подруги в Москве, в Краснодаре, тоже врачи, и которые связаны вот с коронавирусом, вот с этими, с теми учреждениями, которые занимаются вот коронавирусными больными. Вот. И информация, которую вот она получает, она тоже просто шокирует, понимаете. У нее несколько подруг заболело вот, этой болезнью. И в связи с этим они сейчас и задержались здесь, в Анапе, потому что они планировали уехать в Краснодар, там, как говорится, на зимние квартиры, вот, но в связи вот с этой эпидемией, с объявлением нерабочих дней и со смертью Тани, они просто вот сейчас, ну просто их эта вот новость тоже потрясла, и они пребывают вот в таком состоянии, ну, страха, потому что действительно сейчас заболеть может каждый, даже привитый человек. Видите как? Вот, поэтому друзья мои, мне хотелось бы тоже и вас спросить, вот кто сейчас меня смотрит, как вы к этому относитесь? Вы можете это написать в комментарии здесь в чат, я сейчас все равно прочитаю, что вы мне пишете. Можете в комментариях потом написать. Вот среди ваших близких, родных, как вообще вот это отношение к коронавирусу? Есть ли те, кто заболел? Есть ли среди знакомых, ну именно вот тех знакомых, кого вы лично знаете,
те, кто эту болезнь не смог преодолеть. Вот. Напишите. Мы должны знать информацию друг от друга, потому что, ну, знаете, телевизор это одно, а реальная жизнь, она порою вот дает вот такие примеры, как случившееся с моей сестрой Татьяной. 6 числа во Вселенскую Дмитриевскую родительскую субботу мы с братом были в храме, заказали и отстояли панихиду, помолились за нашу сестру. Вы знаете, после вот этой панихиды вот у меня как-то какое-то такое спокойствие на душе наступило, и это спокойствие было вот несколько дней. Это вот, ну, вчера, сегодня опять как-то немножко все это на нервах. А после панихиды так было спокойно, так было на душе хорошо. Кстати, 40 уст тоже я заказал. Ну вот так, друзья мои. Я сегодня смотрел альбомы. И сейчас вот передо мной тоже открыты фотографии. Я их перефотографировал. Хочу поместить на сайт Одноклассники. Ну, у меня там есть и так много фотографий, где Таня сфотографирована. Ну, сегодня вот я еще нашел фотографии и туда их тоже помещу. Я сейчас их показывать вам не буду. Ну, а в Одноклассниках вы можете, кто зайдет, вот многие подписчики являются и моими вот еще и друзьями в Одноклассниках. Так что там можно посмотреть. Сейчас я прочту то, что вы мне написали. Так, Татьяна Савельева. Добрый вечер, Александр. Приношу свои соболезнования. Спасибо. Светлая память вашей сестре. Алексей Скворцов. Светлая память. Светлая память, а прививку она делала? Да, Владимир Подгузов. Прививку она делала, вот о чем я рассказал. Правда, делала она ее в феврале или в марте. Я точно не знаю. Но, то есть, после прививки уже прошло более полугода. Рима. Примите наши искренние соболезнования. Примите соболезнования. Спасибо, друзья, за соболезнования. Ну, в общем-то, я, наверное, все, что хотел, я сказал. Я хотел просто донести, наверное, до вас, моих подписчиков, друзей. Я, кстати, о вас тоже молюсь всегда, когда в своих молитвах о родственниках, друзьях и, конечно, подписчиков своих я тоже никогда не забываю. Я хотел донести до вас именно вот эту вот мысль, что вроде бы живем, ходим на работу, вот у меня сейчас жена на работе, дочь на работе, младшая дочь в школе, ходим по магазинам, по улицам, а где-то вокруг нас
летает этот вирус. Вот. Говорят, что он порой вот в виде такого облака скапливается в закрытых помещениях, таких как автобусы, лифт, подъезд, просто какое-то помещение. Как он действует, почему он выбирает одних, почему он обходит стороной других, даже непривитых, это, ну, какая-то загадка в этом есть. Конечно, и здоровье у всех разное, и иммунитет у всех разный, и кто-то говорит, что нельзя вообще запираться где-то, в какую-то колбу себя помещать. Вот, необходимо все равно встречаться с людьми, когда, мол, этот один там какой-то вирус попадет, это не страшно, а вот когда много-много там, если ты надышишься этим всем, это уже хуже. Я не знаю, я как-то вот с научной точки зрения этот вопрос не изучал. Хотя об этом написано, наверное, сейчас очень много. Я вчера прочитал целую статью, там, по-моему, 20 мифов мифов о вакцинации. Вот. И то есть есть люди, которые доказывают, что вакцинация вообще не страшна, не опасна. Вот. Ну, вчера я по телевизору видел тоже интервью с каким-то ученым. Он говорит, что прививаться можно, но нельзя прививаться одной прививкой несколько раз. Вот. А мы с Наташей привились в этот раз, да, ходили мы на прививку, и я, и Наташа привились, но это был не спутник Light, а прививка, тот же самый спутник V. Вот. Сказали, и будут прививать нас тоже в 2 этапа. То есть вот сейчас нам поставили, и через 2 недели нам нужно будет снова прийти и поставить еще одну прививку. Вот. Но вот этот вот дяденька ученый сказал, что 2 еще можно раза привиться, но 3 и больше раза это уже тоже смерти подобно. Поэтому информации очень много, друзья, всякой. Вот. У меня приятели, я в группе вот там состою в WhatsApp, там одни сплошные антиваксеры. И они кричат, что тот, кто привился, все в течение 1-2 лет погибнут. Вот, погибнут. Что старики погибнут, а молодежь, которая привилась, у них потомства не будет. Или потомство будет какое-то там, значит, с генетическими различными, значит, изменениями. Вот. Поэтому информации очень много сейчас вокруг этого. Очень. И так вот смотришь порою, ну думаешь, ну что творится, что, кто, откуда, почему. И к этому вопросу только как-то философски можно подходить, с религиозной точки зрения, что на все воля Божья. И привился человек, не привился, а все равно, как сказал Бог, ни один волос с его головы не упадет без его ведома. Вот. Поэтому я считаю, и тот, кто и прививается, в этом воля Божья, и тот, кто отказывается от прививки, это тоже воля Божья. Ну а как там будет? Потому что у нас только Бог один знает, что для нас хорошо. Вот. Мы волю Бога угадать не можем, мы его планы угадать не можем, планы именно о себе. Вот. Поэтому мы просто верующие люди, я имею в виду, они полагаются только вот на Бога, на Его волю. Ну и живут обычной жизнью. Потому что понятно, что нельзя остановить жизнь, нельзя затормозить, нельзя себя поместить в колбу
и жить в страхе. Нельзя. Нужно жить обычной жизнью. Вот. Ну, конечно, тоже не лезь на рожон. Как говорится, на Бога надейся, сам не плашай. Это тоже, эту поговорку, эту истину никто не отменял. Ну вот, наверное, все я сказал. Очень жалко сестру мою, Таню. Еще, знаете, вот эта болезнь, она чем так вот, почему так обидно и больно осознавать, что человек ушел. Таня уезжала в больницу, понятно, не умирать. Она уезжала с надеждой. Она вообще никогда... В больнице-то она никогда не лежала. Как вот брат говорит, у нее и карты никогда медицинской не было. Она как проходила комиссии ежегодные, когда работала в детском саду поваром, я об этом вам говорил. Вот. А когда вышла на пенсию, она и никогда и не ходила в эти больницы. Никогда. Вот. И уехала она в больницу, конечно же, с надеждой, что ну, ее там полечат и отпустят с миром к семье. А получилось, что она попала в такие условия, что красная зона, так называемая красная зона, где все ходят в этих вот в белом, в масках, и нельзя ни с кем не поговорить, потому что на тебе уже маска надета. Нельзя какую-то свои последние мысли кому-то передать, нельзя попрощаться там с близкими родственниками, когда ну, человек умирает там, от другой какой-то болезни. Понятно, что есть возможность еще к нему прийти, что-то там сказать, он может передать какие-то просьбы, а это ты лежишь, и все, и ты нельзя никому сказать какие-то последние слова любви, какие-то пожелания, просьбы. Ничего нельзя, ты все. И вот это вот страшно. Вот я вот в этом вижу именно вот эту трагедию людей, которые умирают от этой болезни. Вот. Вот это ужасно, ужасно. Поэтому, друзья мои, любите друг друга, успейте набыться друг с другом. Вот. И мне понравилось вот это выражение, где-то я его услышал, что такое счастье человеческое. Счастье – это набыться друг с другом, наобщаться, побыть просто вместе, бок о бок, рука к руке. Вот оно, человеческое счастье. А вот эта болезнь, она, и пример моей сестры, он показывает, что она вырывает человека просто из жизни, вот так вот резко, и все, изолирует, и лишает вот последних вот этих вот последней возможности на общение, на любовь, на какие-то последние слова. И даже вот этот закрытый гроб, и вообще это вообще вот какой-то такой страшный символ, когда даже гроб закрытый, и сейчас вот делают эти окошечки. Это как-то не в наших традициях, не вообще все это переворачивает все наше вот сознание, какие-то устои наши вековые, отношения к смерти, к человеку. Поэтому
Поэтому берегите себя, берегите своих близких. На этом я свою трансляцию заканчиваю. Вот она ровно час длилась. Всех вам благ. Пока.